Всем привет, с вами Таричан! В чем это таком интересном ты сегодня одета? Это у меня японский купальник, о которых я вам сегодня расскажу. И начнем с того, любят ли японцы купаться в море и в принципе ходить на пляж. Да, для японцев лето это море, купание, поедание арбуза на пляже, барбекю, фейерверки и так далее. Иногда в видео, когда я показываю японские пляжи, мне пишут в комментариях, что «А почему так мало людей купается? Неужели японцы не любят купаться в море?» Дело в том, что в Японии нельзя купаться в море, когда захочешь. Есть определенный период, когда в море можно купаться. И обычно он начинается с 11 июля, это день моря в Японии, и день начала купального сезона, и до конца августа примерно. В остальное время купаться в море нельзя, нежелательно. В июне обычно у нас сезон дождей, поэтому не покупаешься, а с конца августа в сентябре начинают выплывать ядовитые медузы, поэтому тоже особо не покупаешься. И только в купальный сезон с середины июля до конца августа на пляже есть спасатели, поэтому в остальное время просят не купаться в море. Но как только начинается купальный сезон, все пляжи просто забиты. Еще одна отличительная черта пляжей в Японии: тут почти все пляжи дикие, без шезлонгов, зонтиков и других удобств. Максимум это туалет и душ может быть на пляже, а может быть и не быть. Поэтому обычно японцы приносят с собой свой зонтик или палатку, устанавливают ее на пляже и проводят там весь день. Любят ли японцы ходить на пляж и купаться? Скорее да, чем нет, особенно дети, конечно, любят. Японки любят купаться, но не любят загорать, как я заметила, потому что в Японии предпочитают белую кожу, поэтому часто девушки проводят почти весь день на пляже или в воде, или в палатке. Что же касается купальников, когда я впервые приехала в Японию и увидела впервые, в каких купальниках японки обычно ходят, я была немного в шоке. Иду я себе такая по пляжу в обычном купальнике, а вокруг меня японки в юбочках, в сарафанчиках, с рюшечками. Вот такие купальники обычно японки носят. Это приложение ZOZOTOWN я показываю, одно из самых популярных в Японии приложений для покупки одежды. И это ранкинг популярных самых купальников, которые покупают. И на первом месте, смотрите, вот такой вот купальник, похожий чем-то на спортивную одежду. На втором месте вот такой вот купальничек, похожий чем-то на пижамку. На третьем месте, смотрите, купальник такой с рюшечками. И вот почти все купальники, которые покупают японки, вот такие, в такой стилистике. Вот такие с юбочками. Смотрите, какой купальник. Это как цельный купальник с такими прямо рукавами интересными. Или, допустим, вот такой целое платье-сарафан. И в нем прямо так и купаются, его там не снимают. Это просто вот прям так и купаешься в море. Только на 67-м месте я нашла похожее что-то на привычные всем, думаю, купальники. Поэтому да, это не особо популярно в Японии. В видео о японской моде я уже рассказывала, что японки не любят показывать слишком много. Возможно, это и есть объяснение тому, почему в Японии именно такие закрытые купальники и популярные. Часто это больше похоже на спортивную одежду или даже пижаму, а не на привычный, думаю, многим купальник. Это как кроп-топы, шорты, иногда даже накидки с длинными рукавами, чтобы не обгореть. Также многие японки больше любят милый и нежный образ, а не сексуальный. Поэтому чем больше рюшиков, разных бантиков, цветочков, тем лучше. Чаще я вижу девушек в купальниках не как стринги или обычные плавки, а именно юбочки. Купальник-юбочка. Иногда бывает, что это юбочка сверху на плавках, а иногда это именно плавки в виде юбочки, которые ты так плаваешь в этом. Бывают не только купальники с юбочками, но и целые сарафанчики. Вот такие сарафаноподобные купальники — это очень популярная вещь в Японии, особенно среди девушек, кто немного комплексует насчет своего телосложения. В Японии хоть и нет какого-то буллинга или дискриминации полных людей, но здесь и нет боди-позитивити. Здесь считается, что худоба – это важный аспект красоты, поэтому есть много людей, кто, допустим, в других странах не считался бы
толстеньким, полненьким, но в Японии им кажется, что они немного потолстели, пресса нет, поэтому лучше я буду в таком вот сарафанчике, цельном купальнике, а не показывать свой живот. Поэтому такое тоже есть. Ну и, в принципе, такие купальники популярны среди тех, кто не хочет особо показывать свое тело всем подряд. Еще один популярный вид купальников в Японии – это водолазка. И водолазку могут носить не потому, что вода холодная, а чтобы защитить свое тело и кожу от солнца и не загореть. В Японии загар не очень популярный, поэтому японки мажутся кремами, носят водолазки или купальники с длинными руками, чтобы никак, ни в коем случае не загореть. И вторая причина – это чтобы скрыть свои татуировки водолазкой. Я уже рассказывала в видео о татуировках в Японии, что здесь не очень хорошее отношение к тату, и много куда не пускают, если у вас есть татуировка, даже на общественный пляж. Если это бассейн или онсен, горячий источник, 100% не пускают. Если это пляж, бывает пляжи, где нет правил, а бывают пляжи, где есть правила и написано, что не разрешается на пляж тем, у кого есть татуировка. Да, поэтому многие, чтобы спрятать свои татуировки, носят водолазки с довольно длинными рукавами и такими длинными штанами, и прямо можно по длине водолазки догадаться, какого размера татуировка у человека. Если он полностью весь в этом купальнике, то, наверное, у него на всем теле татуировки, возможно, якудза. Поэтому, да. И у меня, допустим, тоже этот купальник я купила в тех же целях. У меня довольно большая татуировка на спине, которую не заклеить пластырем. Обычно можно заклеить, если маленькая татуировка, пластырем или специальным большим пластырем для татуировок цвета кожи, но они ограниченного размера. Если у вас больше, чем А4 татуировка, то ее заклеить особо нечем, и тогда нужно выкручиваться. И вот у меня большая татуировка на спине, поэтому у меня вот такой вот купальник, который полностью все скрывает, и я могу без проблем ходить в бассейн и на пляж, если у меня вот такой вот купальник. Или, допустим, пойти на дикий пляж, где нет правил, тогда я могу носить что угодно, хоть топлес. Топлес нет, топлес, наверное, нельзя. Не видела ни разу в Японии людей топлес. Это вам не Европа. Насчет мужских плавок, Изами был в шоке, когда мы были за границей, и он увидел мужчин, иностранцев, в плавках обтягивающих, коротких. Потому что в Японии обычно японские мужчины носят плавки как шорты, длинные, чуть ли не по колено. Трудно найти купальник не японского стиля. Самые, наверное, привычные купальники продаются в Zara, но после многих лет жизни в Японии купальники в Zara, которые продаются, меня пугают своим очень высоким подъемом плавок, поэтому лучше уж японские сарафаны. Вот такие купальники носят в Японии. Сори, кто ожидал секси-контент. Нет, в Японии нет секси-купальников. Точка. Надеюсь, что вам было интересно это видео. Хотели бы вы такой купальник себе? Как вам вообще такая стилистика? Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!